Знакомство с азиатками без поездок по Азии. Можно ли познакомиться с девушкой из Азии без поездок по азиатским странам? Получится ли построить отношения без личного знакомства? В общении читатель задал любопытный вопрос. Можно ли познакомиться с азиаткой без поездок по странам Азии? Подоплека вопроса очевидна. Если захотел познакомиться с девушкой с другого конца планеты, ознакомительные поездки съедят мешок денег. Очевидно же, девушек, а значит и поездок будет много. А ведь денег всегда мало, и на всех их не хватит. Увы, у многих парней печатный станок немного сломался. У кого-то денежного станка вообще не было. К тому же наши холостые товарищи не представляют масштаб возможностей. Азиатская медовая ловушка обширна, прекрасна и поистине медова. Это в смысле, что желающих познакомиться с вами девушек будет реально много. Если мужчина нормально выглядит и достаточно себе уверен, девушек будут сотни. Просто азиатские сайты знакомств – это вам не наши сайтики. Там действительно все иначе. Девушки приходят с целью создать семью и вцепляются в понравившегося мужика мертвой хваткой. Ну хорошо, и что теперь? По всем ездить? Или хватать первого не глядя? А может получится познакомиться без поездок? Примечание. Прежде чем начать разбор вопроса, замечу. Я рассматриваю ситуацию, когда наш мужчина находится тут, в условном Питере. Он планирует познакомиться с девушкой из Азии. Знакомство происходит при помощи какого-то азиатского сайта знакомств. При дальнейшем развитии отношений предполагается, что девушка переезжает на ПМЖ к мужчине в тот самый условный Питер. Итак, познакомиться без поездок вообще не проблема. В описании к видео ссылка на статью на нашем сайте. Там смотрите подборку статей по знакомствам в Азии. В Азии проживает больше половины населения планеты. 4 с лишним миллиарда человек в самом динамично развивающемся регионе мира. Соответственно, этих сайтов знакомств в Азии я даже не берусь оценить сколько. Регистрируйтесь на любом и наслаждайтесь. Другое дело, что вот вы познакомились, а дальше что? Болтали по скайпу, а затем она к вам с вещами на ПМЖ. Вы реально так представляете себе организацию серьезных отношений? А как насчет взаимной симпатии, схождения характеров? Вам важно наличие общих интересов и тем для общения? Не забываем про совпадающий уровень интеллектуального развития партнеров. Лично я сам был бы не против провести всю жизнь в постели с девчонкой, но практика показывает, что вылезать в суровый внешний мир все же придется. И как вы планируете строить отношения с девушкой, с которой вы до того видели только на экране? Ну да, она старалась вам понравиться. Допустим, она вам приглянулась. Но ведь это только самое начало. Пока же у вас просто влюбленность в картинку, в образ, который создало ваше воображение. Встречный вопрос. Вы хотите построить нормальные отношения или вам все равно? Если все равно, go в Паттайю на Волкин-стрит. Там хватайте любую понравившуюся тайку. Никакие статьи вам не нужны, вам ведь все равно. Если результат некоторое значение все же имеет, вам придется много общаться выбирать. Сперва удаленно, потом ехать и общаться лично. Как по-другому, я не знаю. Потому что в чате и скайпе это одно. В жизни девушка вам должна понравиться, та самая искра и химия. Сколько случаев, когда ваши знакомые вроде и красивы, но больше 5 минут вы ее вынести не в состоянии. Вроде по телефону общались и все было хорошо. Но вот вы встретитесь и уже мечтаете только об одном – бежать. Вы думаете, с девушками с Азии по-другому? Конечно, они в целом более доброжелательны и приветливы. Но без личного знакомства и общения никак. Когда у вас в день 100 входящих сообщений от 100 разных девушек, вы физически не в состоянии вести какое-то нормальное общение. Считаете иначе? Напишите 100 раз. Hi, how are you? Конечно, есть волшебная комбинация клавиш Ctrl-C, Ctrl-V. Но раз это общение, вам придется выбирать. Определяйтесь по желанию партнерши и проявляйте решимость. Потому что иначе вас окучит самая шустрая и цепкая. Вы и пискнуть не успеете, как она уже знакомит вас со своими родителями. И вот вы в филиппинском или вьетнамском ЗАГСе. А ведь вы планировали всего лишь посидеть в кафе. Тут я вспоминаю свою историю. Я так и сумел пискнуть и с чудом вывернуться. Не подходит? Даже не отвечайте. Даже если она завалит вас жалобными письмами и звонит на скайп. Да, будет сложно. Выбирать отказывать придется много. Слезы они тоже включают на раз. Но тут только так. Или вы решаете, или за вас. Выбор начинается с фильтрации входящих сообщений. А потом долгий отсев тех, с кем вы общались. Та самая воронка продаж, только в знакомствах. Как выбирать, к чему готовиться, истории знакомств смотрите по ссылкам в блоке рекомендованных статей. Все это реально личный опыт. Объективно понятно, что девушка из Азии приходит на международный сайт знакомств с целью выйти замуж. Однако есть азиатки и есть азиатки. К примеру, многие кореянки и японки, увидев, что вы находитесь не в их родной стране, с вами не станут даже разговаривать. Хотя, когда вы там, они совсем даже не против близкого знакомства. Успешным девушкам relocation to another country тоже как-то особо ни к чему.
У вас заинтересованы прежде всего те девушки, которые готовы уехать на ПМЖ к вам. Было бы у них все хорошо, они сидели бы дома. И вот что у нее там такое? Проблемы с работой, внебрачные дети, нелады с законом. Или может у нее масса неоплаченных кредитов? Или по местным колоннам она некрасивая и непроходимо глупая? Это к тому, что к общению и к оценке вам нужно подойти предельно серьезно. Никто никогда просто так не идет на переезд в другую страну. Хотя это реально сложно. Ведь девушка может начать петь вам про любовь с первого взгляда. Как тут устоять? Итак, какое-то время вы общаетесь с несколькими девушками. Потом выбираете, переходите на скайп. Снова выбираете самых-самых. Затем покупаете билеты на самолет и летите знакомиться лично. Именно поэтому стоит выбирать девушек из одной страны, чтобы они могли к вам приехать и вы пообщались со всеми, кого выбрали. Выделяйте каждый по паре дней и перед вами снова суровый выбор. К вам приехало несколько девушек. Вы общались, они реально старались понравиться. И вот вам нужно отказывать. Понять, каково это, может только тот, кто отказывался в подобной ситуации. И ведь каждая смотрит на тебя с надеждой. И опять слезы. Будьте готовы к тому, что они станут жестко выдавливать друг дружку. Ведь каждая понимает, вы летите не только к ней одной. Увидите азиатскую конкуренцию в действии. О да, они умеют биться за место под солнцем. Собирать девушек вместе тоже не стоит, возможны проблемы. Кто знает, что в голове у ваших новых азиатских знакомых. Лично я уверен, без поездок для знакомства там никак. В родной среде девушка ведет себя более расслабленно. Вы можете почувствовать что-то такое, что вас впоследствии будет напрягать. Что-то может не понравиться или даже раздражать. Вам нужна возможность выбора. Мы привыкли, что тут по факту у нас выбора нет. Там он есть. Например, одна девушка вам понравилась, на следующий день в другую вы влюбились без оглядки. Да и как планировать серьезные отношения без нормального общения? Типа я заплатил деньги за ее билет, она прилетела. Дальше пусть она под меня подстраивается, так? Типа стерпится, слюбится. Так это не работает. На примере своих знакомых видел, получается откровенная чушь. Пустую сжигаются нервы, время и деньги. Как можно долго находиться в одной квартире с человеком, которого вы до этого не видели в реале? Да, часто девушки из небогатых семей ради отношений с нами готовы на все. Но при этом лично вас может напрягать столько моментов, что любая симпатия улетучится через неделю. И без личного общения тут никак. Для этого придется планировать поездки в Азию. Никто не обещал, что будет легко. Готовьтесь к сложному выбору и будьте честны с собой и с девушками. С вами был Серпень. Благодарим за просмотр. Оставайтесь с нами и до новых встреч.